У Z-каналов истерика вперемешку с трауром. Илон Маск по просьбе нового министра обороны Украины Михаила Федорова ввел белые списки для Старлинка в регионе. Теперь к сети могут подключиться только авторизованные Украиной устройства. Обладатели Старлинков должны явиться в местный МФЦ, в Украине это называется ЦНАП, и зарегистрировать свой терминал. Это не касается юрлиц, они могут все делать через сервис DIA. Не касается Старлинков на балансе армии, их вносят через специальный интерфейс. Алексей Арестович уже успел по этому поводу возмутиться. Дескать, украинцы заодно и своих связей лишили, но нигде, кроме как у Арестовича, возмущения особого мы не разглядели. Судя по всему, белые списки устройств удалось запустить достаточно бесшовно. Ну, впрочем, сейчас картинное возмущение – это чуть ли не основная деятельность Арестовича, так что ладно. В результате введения этих самых белых списков старлинков буквально одним днем у всей российской армии окирпичились старлинк-терминалы. Стало невозможно поддерживать связь с подразделениями на поле боя, невозможно управлять войсками, непонятно, как запускать дроны камикадзе, которые тоже, как вдруг выяснилось, управлялись через сеть Илона Маска. Оказалось, что вся коммуникация российской армии была построена на партизанском использовании чужой коммерческой технологии и надежде, что ею можно будет пользоваться всегда, что никогда не будет найден на это технологический ответ какой-то. Но не прошло и 4 лет, и вроде бы ответ найден. Давайте для начала разберемся, почему ответ нашли только сейчас. Связано это с личностью нового министра обороны Украины. Михаил Федоров очень особенный человек в кресле министра обороны Украины. Его карьера для чиновника очень необычна. Федоров – IT-предприниматель, который в 2019 году с приходом к власти Владимира Зеленского занял пост министра цифровой трансформации. Главный его проект на этом посту – сервис «Страна и я» или DIA, это на украинском «Держава и я». Сложно объяснить масштабы DI, если вы ею никогда не пользовались и в глаза ее не видели. Но это такие госуслуги на максималках. DIA де-факто отменила в Украине все физические документы. Внутри страны украинцам теперь не нужен паспорт, загранник, водительское удостоверение, военный билет, удостоверение участника боевых действий, школьный аттестат, университетский диплом, пенсионное удостоверение. Все документы, кроме каких-то совсем экзотических, доступны в одном приложении. Да, российские госуслуги по мировым меркам очень продвинутые. С Европой и ее зацикленностью на бумажном документообороте даже сравнить невозможно. Но DIA – это совсем иной уровень онлайн-государства. И, без сомнений, цифровая трансформация государства под руководством Федорова – самая успешная, последовательная и популярная реформа, проведенная при Владимире Зеленском. А сам Федоров – самый успешный из министров его команды. Федоров давно на личной связи с Илоном Маском. Все обеспечение Украины и ее войск Старлинком с первых дней войны строилось на их личных контактах. В 2023 году, после того, как стало известно, что Маск поделился со своим биографом личной перепиской с Федоровым, тот публично дал Маску право на ее публикацию. Существует вполне ясный ответ на вопрос, почему раньше украинское министерство обороны не могло ничего поделать с тем, что российская армия массово использует Starlink, строит на нем связь, управление и дальнобойные дроны, а сейчас одним махом эту проблему решила. Дело в том, что нынешний министр обороны очень квалифицированный айтишник, понимающий, как работают большие системы, как технически оставить российскую армию без связи, сохранив связь в своей. К тому же, придумав решение, он может лично прийти к Маску и реализовать то, что он хочет, немедленно. Нет вопросов, почему эта проблема у украинской страны была и почему так резко решилась. Тут гораздо интересней, что мы узнали о стороне российской. Оказалось, что вся связь, все управление войсками, все управление дальнобойными беспилотниками, вообще вся глобальная коммуникация российской армии строится на технологии, которой российская армия пользовалась втихаря. Речь не о том, что российская армия пиратским образом использовала какую-то отчуждаемую технологию. Что пиратские Windows, например, в Генштабе стояли, что наверняка так и есть, ну ладно. Речь о том, что управление войсками построили на сервисе, принадлежащем американской компании. У сервиса этого есть владелец, способный нажатием одной кнопки прикрыть всю лавочку разом. С этой американской компанией нет никаких официальных отношений. Эта компания формально вообще не предоставляет вам никаких услуг. Вы ей ничего не платите. Она ничего вам не обещает.
не несет перед вами никакой ответственности. Технология эта, как мы сейчас понимаем, из лютого воя в Z-каналах, не является вспомогательной. Это не просто один из способов фронтовой коммуникации. Starlink, судя по всему, безальтернативен. И эта безальтернативная для огромной армии технология используется в партизанском режиме. До тех пор, пока не поймают за хвост. Пока в Украине вдруг не станет министром обороны айтишник, который понимает, как такое пресекать. Или пока Маску американские регуляторы по шее не дадут, и ему не придется со своей стороны что-то сделать. Вся связь в российской армии строилась на том, что ввезенные контрабандой устройства под левыми аккаунтами никогда не смогут заглушить. Мы сейчас говорим не о каких-то бандформированиях, не об армии Сомали, а о российской, которая ежегодно пожирает как минимум $150 миллиардов, у которой есть танки, самолеты, межконтинентальные баллистические ракеты, которая в перспективе как бы с НАТО собиралась воевать. И вот эта армия строит свою фронтовую связь, управление войсками, беспилотные системы, всю коммуникацию на чистой надежде, что повезет и Starlink им не прикроют. А когда все же прикрыли, оказалось, что фронт не насыщен даже банальными рациями. И теперь невозможно связаться с попавшими в фактическое окружение войсками в Купянске. Вообще тяжело в такое поверить до конца. Миллионная армия наступает и обороняется на фронте длиной в сотни километров. С артиллерией, авиацией, тыловыми службами, воздушной разведкой. Связана между собой она и управляется через систему, доступную на честном слове. Каковое, честное слово, вообще-то никто еще и не давал. Что нас возвращает к вопросу о радикальном расхождении амбиций, транслируемых Путиным во внешний мир, его бесконечных угроз всем и вся, с реальной возможностью эти амбиции и угрозы реализовать. Обсудим их после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Если вы эмигрировали или много путешествуете и подолгу бываете за границей, то уже знаете, сегодня важно не просто иметь карту зарубежного банка, чтобы платить без проблем и подтверждать наличие средств на счете для получения визы. Лучше всего иметь несколько счетов в банках разных стран, потому что никогда не знаешь, где изменится законодательство или как могут трактовать какие-нибудь новые санкции. Хорошо, что сейчас карту зарубежного банка можно открыть удаленно и быстро. Например, с этим помогает сервис MasterCard Bridge, который основал мой зритель Данила. Данила работает с банками напрямую, поэтому цены у него доступнее. А еще он дает гарантии. Если карту открыть не получится, например, потому что ситуация резко изменится, то деньги вам вернутся в полном объеме. Сроки открытия от 1 дня. Карты можно расплачиваться в зарубежных магазинах, оплачивать сервисы Spotify, Netflix, Steam, ChatGPT и другие нейросети. Сможете пользоваться Swift, бронировать отели и авиабилеты, подключать карты к Apple или Google Pay, хранить деньги на зарубежном счете в валюте и даже получать с этого проценты. Пополнять можно с российских карт или, наоборот, выводить деньги на них. Данила помогает открывать карты с 2022 года, и сейчас цены на эту услугу лучше, чем когда-либо. Но есть проблема. С каждым месяцем возможностей для открытия зарубежного счета все меньше. Поэтому тянуть с этим лучше не стоит. Кстати, если у вас есть карта Казахстана, Данила поможет ее продлить на целых 5 лет и доставит вам новенькую именную карту. А еще прямо сейчас у MasterCard Bridge действует акция скидка 30% на открытие карты по промокоду MaximCats. Успейте открыть карту на самых выгодных условиях. Ссылка в описании. Спасибо, что смотрите рекламу. Она позволяет каналу оставаться независимым, но вы это знаете. Продолжаем. Как, в принципе, можно планировать большую современную войну с Украиной или даже с целым НАТО в Европе, не имея собственной системы армейской спутниковой связи? Как предполагается такими массами войск и техники в современных условиях управлять, если ничего, кроме рации, в наличии нет? Как предполагалось вообще вести войну без собственной инфраструктуры связи? Это как если бы оказалось, что расчетный центр Сбербанка России подключен к интернету через Wi-Fi соседнего ресторана, и если там хозяин пароль поменяет, то встанут все банковские операции в стране. Масштаб глупости совершенно одинаковый. Есть рассуждение, мол, Путин стратегически побеждает, или что у него вообще есть какие-то стратегические планы на войну, и он неуклонно движется к их исполнению, с конкретными целями и реальными возможностями их достигать. Но эта война, очевидно, ведется не так. Она ведется как придется и как получится. Получилось захватить деревню, вышло как-то прорвать где-то украинскую оборону,
Но вот туда и наступают. Это и становится приоритетным направлением. Получилось как-то намутить себе старлинки, завести через Эмираты, зарегистрировать через Турцию, заплатить через пень-колоду. Хитростью и смекалкой как-то что-то сообразить. Ну так пусть и будет. Вот так вот теперь воюют. За несколько лет решение, которое в лучшем случае могло послужить заплаткой на несколько недель, стало базовым для всей российской армии. Дроны на нем, управление на нем, полевая связь на нем, все на нем. Нет никакой цели, нет никакого плана, нет ничего системного. Что у кого получилось? Найти, где прорваться, найти технологическое решение, найти какую-то новую тактику. Да вот что получилось, то и идет в дело. Кто-то когда-то сообразил приделывать мангалы, металлические клетки, на танки и прочую технику для защиты от джавелинов и дронов. Это в какой-то мере сработало и сразу стало стандартом. Кто-то, оставшись без бронетехники, придумал наступать на любом подручном транспорте, от багги до самокатов и ослов. И смог таким образом куда-то прорваться. Ну что ж, значит, это теперь тоже будет общим местом. Потому что не стоит задача прорваться куда-то конкретно, достигнуть каких-то целей к какому-то моменту. Стоит задача прорваться хоть куда-нибудь, чтобы на очередном брифинге Минобороны перед Путиным могли закрасить на карте хоть что-то еще. Это что-то и станет очередной целью, очередным поводом для гордости. Где бы Путин ни оказался, непременно выяснит, что именно туда он и шел. Война и начата была без всякого плана. И идет не для достижения каких-то целей, а просто ради того, чтобы не заканчиваться. Так она и будет выглядеть в дальнейшем, как набор ситуативных решений, чтобы просто продолжать воевать. Ситуативные решения, они на то и ситуативные, что помогают быстро решить задачу. Обеспечить армию связью, дроны управлением, компенсировать дефицит техники и людей. Но в любой момент решения эти могут перестать работать. Они же ситуативные. И полагаться на них в долгосрочном плане выглядит полным безумием, если предполагать, что война ведется во имя каких-то целей. Дескать, как так-то? Вы пошли на 40-миллионную страну безо всяких средств ведения современной войны? Беспилотники вам пришлось спешно искать в Иране. Боеприпасы закончились меньше, чем через год, и за ними пошли к Ким Чен Ыну. Как так вышло, что у войск не то что спутников, даже нормальных раций не оказалось? Но если война уже давно ведется не ради захвата Киева или Одессы, и вообще не ради захвата чего-нибудь, а просто ради того, чтобы она дальше шла, тогда происходящее даже в каком-то роде логично. Оставшись без глобальной системы связи, войска же не перестанут воевать. Не перестанут. Будут идти боевые действия? Будут. Будут вновь штурмовать очередной коровник? Будут. Ну да, вести хоть сколько-то организованное и согласованное наступление станет сложнее. Сколько-то значимых рубежей будет захвачено меньше. Все так. Но фронт весь не развалится. Может, где-то какой-то прорыв или еще что-то типа того. Но все более-менее останется как есть. Так как сейчас. И такой вариант Путина, судя по всему, абсолютно устраивает. Современная война ради какой-то победы невозможна без спутниковой связи. А войну, единственный смысл которой в ее продолжении, можно вести как угодно. Без связи и без техники. Пока ты способен покрывать потери призывом наемников, на фронте придумают, где наступать, и сообразят, как куда-нибудь прорваться. В такие моменты, когда американская компания одним своим решением полностью оставляет российскую армию без технологий, на которую строилась вся коммуникация, и это становится кошмарным сюрпризом для всего фронта, уже не имеет смысла доказывать, что Путин ведет войну ради войны. Это теперь не гипотеза, а просто факт. Главное — не прекращать, а там сами разберутся, как связываться, как управлять, чем стрелять, на чем ездить и куда. И зачем. В этом и состоит весь план. До завтра.